Господа, здравствуйте. Давайте посмотрим на биток, ведь сегодня там закрылась полугодовая свечка. И посмотрим вообще прямо, очень масштабно. Честно вам хочу сказать, порой делать видео каждый день может быть утомительно, поэтому представьте, что сегодня мы с вами оказались в рабочей среде и вместе будем изучать, что здесь творится на графике подобного масштаба. Честно вам признаюсь, я сам давно это не открывал. Первое, да, на что обращать нужно внимание, это то, что, в принципе, больше 5 свечей подряд, полугодовых, растущих, мы еще не видели. Это не значит, что этого не может быть когда-нибудь появиться в первый раз, но как раз мы выполнили, то есть максимальное число полугодовых зеленых свечек подряд. То есть больше 5 подряд не было. Был только вот один случай вот здесь, да, с 2015 по 2017. Так, это первое. Давайте посмотрим на осцилляторы. Так, значит, индекс относительной силы показывает возможность для появления уже двойного медвежьего расхождения на полугодовом таймфрейме. Очень серьезно. То есть мы видим, уже заворот отрисовался. Мы видим некоторую слабость. Конечно, такое медвежье расхождение нельзя считать подтвержденным в классике до тех пор, пока оно не пересечет 70%. То есть падать нужно очень глубоко для того, чтобы подтверждать эту медвежью дивергенцию. Или достаточно долго стоять в боковике, потому что период здесь у нас классический 14. Да? Мы используем 14 полугодовых свечек в расчетах. Так, хорошо. То, что заворачиваться начинает, это не очень хороший тоже сигнал, так хочу сказать. То, что на данный момент мы начали заворачиваться. Хотя у нас свеча только началась, нынешняя, тут все может поменяться. То есть это еще в течение полугода может сильно поменяться, поэтому не факт. Просто на данный момент это выглядит не очень хорошо. Так, здесь у нас не очень-то информативно все остальное. Окей, давайте спускаться к большему количеству данных. Трехмесячный таймфрейм. Угу. А тут уже намного интереснее по осцилляторам. Здесь у нас есть уже больший намек на двойное медвежье расхождение в трехмесячном таймфрейме, на индексе относительной силы, на гистограмме MACD потенциально двойное тоже медвежье расхождение. И на линиях MACD пока нет никаких расхождений, но вот пока что, да, пока они, по крайней мере, не начали сближаться, быстрая и сигнальная линии MACD, до тех пор, пока нельзя сказать, что здесь есть какое-то медвежье расхождение, но закладка на него есть. То есть, вероятнее всего, что именно оно здесь и случится, это очень серьезно. На трехмесячном таймфрейме очень сильно. Так, давайте моментум посмотрим. Здесь у нас есть тоже уже медвежья дивергенция. Напоминаю, в данном случае у нас, получается, есть отношение 80... Так, это у нас 80-й период. У нас здесь он не совсем подходит. Ладно, давайте это посмотрим на месячном таймфрейме. Трехнедельный, извините. Это же не трехмесячный, трехнедельный. Вот, трехмесячный. Давайте трехмесячный. Сори, то был трехнедельный таймфрейм. Но тоже как бы те расхождения в трехнедельном таймфрейме, это очень серьезно. Окей. Здесь у нас на трехмесячном таймфрейме, да, потенциальная может быть дивергенция на индексе относительной силы. То же самое. В принципе, ничем почти не отличается от таймфрейма полугодового. Так, на ADX индикаторе направленного движения ничего здесь особенного нет. Да, есть некоторые расхождения, но сказать особо нечего. Так, чтобы прям мало данных, по крайней мере, пока что. Окей, давайте, вот меня больше всего интересует месячный таймфрейм сейчас. Давайте здесь вот посмотрим. То есть мы уже трехнедельный рассмотрели, вот месячный. Вот здесь мы как раз по RSI, по индексу относительной силы, находимся как раз на 70%. Зона перекупленности.
как раз достигается, может выступить сопротивлением. Потенциальный дивер еще один рисуется. На линиях MACD-гистограмме никаких диверов нет, на импульсе дивер есть. Кроме того, здесь у нас получается, давайте посмотрим на скользящий средний. В данном случае подобрал 3 периода, 20 месяцев. Это голубая линия. 50 месяцев фиолетовая и желтая это 80 месяцев. То есть простые скользящие средние. И на базе самой длинной из них, с учетом вот этого теста и близости к этому уровню, и, вероятно, если бы у нас было бы больше данных, то и здесь бы мы тестировали, скорее всего, это скользящее. То есть, ну, или где-то рядышком. То есть, в принципе, попытаться выжать максимум, да, даже из тех данных, которых на самом деле не хватает, попытаться спроецировать. Решил, то есть 80, период 80 месяцев. Окей, давайте мы как раз вот расстояние цены к 80-месячной среднескользящей измеряем, спроецируем график, сделаем полосы Боллинджера на базе 20-месячного простого скользящего среднего и 2 стандартных отклонений, тем самым образовав полосы, которые будут характеризовать динамические уровни перекупленности и перепроданности. Значит, подобный подход часто хорошо выявляет зоны разворота. В особенности, когда мы пересекаем зону перекупленности, если мы говорим о завершении восходящих тенденций, и переход обратно, да, то есть после пересечения верхней границы и обратно спуск под нее, да, то есть дается сигнал. Ну, в прошлый раз, значит, сигнал был подан на 10,5 тысячах, да, после этого падение было в зону 3000 примерно. Значит, здесь во второй раз, да, у нас сигнал был подан, здесь у нас была цена 58 тысяч долларов, вот он был сигнальчик. После этого падение было до 15. Значит, здесь у нас 5-я волна растянутая, поэтому таких сигналов может быть не 1, а 3, да, даже больше может быть. Видите, как она у нас во времени растянулась, и по волнам Эллиота это все совпадает. Поэтому здесь у нас был первый сигнал здесь, да, дан по цене был 61 тысяча, после чего падение было на 48, 49. И второй сигнал был подан вот здесь. Да, это у нас была цена с 91-92 тысячи, после чего до 75 падали. Значит, третьего сигнала нет. Нет, но с тенью почти коснулись. То есть почти что, да, можно засчитать. Почти. Ну, почти. Как бы здесь вот это, вот, знаете, тут, конечно, я включаю уже элемент субъективности. Как бы можно ли это засчитывать или нет? Ну, с точки зрения объективности нет, нельзя, да, то есть пересечения этого не было. Но с другой стороны, этот осциллятор можно использовать тоже как дивергенцию. И зато у нас здесь хоть нет медвежьего сигнала того, что мы пересекли зону перепроданности, зато у нас есть сигнал того, что здесь есть медвежья дивергенция. То есть у нас, обратите внимание, вот здесь-то мы немножко закололи максимум, да, в ценах, чем максимум был здесь. Тем не менее, мы показали вершину на данном отношении между ценой и скользящим несколько ниже. То есть цена идет вверх, а отставание, то есть отрыв от среднего идет уже меньше. Это медвежья дивергенция. То есть это признак слабости восходящего движения. То есть здесь у нас хоть и нет сигнала того, что мы зашли в зону перекупленности и вернулись потом обратно и дать сигнал на продажу, то есть здесь именно на медвежий сигнал, зато здесь есть другой сигнал, которого, например, не было здесь и не было здесь. Сигнал помощнее будет. Это медвежья дивергенция. Вот, например, похожая ситуация была вот здесь, при этой двойной вершине, когда у нас был 68 тысяч долларов. Да? То есть у нас сигнал обычный на продажу был вот тут. Да? После этого мы обновили вершину. Здесь мы не заходили в зону перекупленности, да, и не пересекали эту малиновую линию снизу вверх и потом обратно сверху вниз. То есть сигнала на продажу не было, но здесь была медвежья дивергенция, так же, как и здесь. Тут, правда, она была более выраженная, здесь менее выраженная, но тем не менее тоже читаемая, тоже легитимная. Это сильный сигнал, да, поэтому нужно быть очень осторожным в этой области, ребята. То есть на месячном таймфрейме это потенциально очень сильно.
И тут у нас еще есть средняя, да. Средняя в данном случае а, я решил, с чем я здесь его усреднил. Так, по-моему, 20-месячная, да, здесь скользящая средняя. Сейчас дайте перепроверю, параметр ли соответствует. Да, по-моему, он соответствует. Да, вот эта желтая линия как раз уже дополнительная производная, которая еще дальше идет от цены. То есть если этот свечной график у нас отношение цены к среднему скользящему, в данном случае 80-месячному, то вот эта желтая полоса — это 20-месячная средняя скользящая уже данных, средняя, да, которая получена вот этого свечного графика, который уже является производным цен. То есть у нас уже вторая степень отклонения цен. Надежность, конечно, этого меньше, тем не менее, как ранний индикатор, ранний сигнал того, что у нас здесь может закончиться бычий рынок, дополнительное подтверждение этому, да, вот этого медвежьей дивергенции, можно посчитать, например, спуск под это среднее скользящее. То есть оно легитимно, в данном случае под этот график легитимно. То есть в данном случае вот прошлая медвежья дивергенция, она была вот на этой второй вершине при 60 с копейками тысячах здесь. То есть она была подтверждена, когда пробивали вот эту промежуточную впадину здесь на уровне 4.15, да, отношения, и плюс пробивали это среднее скользящее. То есть у нас подтверждение было уже по ценам 45 тысяч долларов. Тем самым, кстати, здесь образовав уровень сопротивления на будущее. Вот такое же подтверждение здесь будет. Давайте посмотрим и посчитаем. То есть у нас, во-первых, этот промежуточный уровень находится на значениях 2,56. То есть нам нужно вот это 80-месячное среднее скользящее посмотреть. То есть оно у нас сейчас находится на отметке 37,5. То есть мы просто возьмем 37,5. Давайте возьмем в руки калькулятор. 37 500 и умножить на 2,56. Это 96 тысяч долларов. Да? Давайте отметим этот уровень. Конечно, эти значения могут меняться. От месяца к месяцу нужно этот уровень будет перерасчитывать, но пока что это 96 тысяч уровень. Это важный уровень поддержки. То есть закрывать месяц ниже этого значения нельзя, иначе мы подтвердим вот это медвежья дивергенция. Да, у нас тогда вот промежуточный уровень будет пробит, и у нас будет пробита эта 20-месячная среднескользящая данной производной, которая сейчас находится на отметке 2,74. Ну, то есть мы, опять же, 37 500, вот эти вот, видите, у нас желтенькая линия, это 80 месяцев. 37 588 даже. 37 588 умножаем на, в данном случае, 2,74. Это 102 991. Это у нас еще один уровень важный. 102 тысячи, ну, 103 тысячи. Давайте отметим. Вот эти вот два уровня. Вот если мы закрываем этот месяц, июль, ниже этого значения, мы получаем первый сигнал, да, того, что это медвежье расхождение на моментуме в данном случае, да, отработать на этом вот осцилляторе. То есть надо июль закрыть ниже 103 тысяч, это подтвердит вот эта медвежья дивергенция, вот этот вот сильный сигнал. И ниже 196 тысяч это вот эта промежуточная впадина. Тут даже чуть, нет, 2,54, ну где-то так, 95-96 тысяч долларов надо пробивать. Кроме того, мы же можем здесь использовать и трендовые линии, да, для того, чтобы провести некоторый анализ. Он тоже, кстати, здесь работает, и волновой даже анализ тут работает. Ну, с некоторыми, конечно, погрешностями, но тут вот можно выделить несколько трендовых линий. Некоторые из них уже пробиты. И здесь тоже потенциально рисуется фигура разворота, голова с плечами. Да? Ну, здесь правило подтверждения будет тоже пробитие этого значения. 2,54, 2,53, то есть те же самые 96 тысяч долларов для подтверждения этой головы с плечами. С другой стороны, есть трендовая линия, но она образована двумя впадинами рядом стоящими, и их только две, а не три и больше, поэтому придавать им большой вес я бы не стал. Ну, дополнительное, конечно, подтверждение можно было бы считать вообще и слом этой линии тенденции, хотя это уже не так надежно, как все остальное. С другой стороны, у нас тут есть сопротивление, да? Вот оно, образованное вот этими двумя вершинками. И вот мы как раз
его и протестировали. Ну, можно сказать, что и протестировали, да, то есть мы можем и так вот провести и сказать, что тест был. То есть это сопротивление у нас, вероятно, пробито не будет. То есть вероятности больше того, что оно не будет пробито. То есть что это значит, то есть смотря на этот осциллятор? Это значит, что... Это не значит, что цена не может пойти выше. Это значит, что она не должна идти выше очень быстро. То есть вероятнее всего, она, если и пойдет выше, то не очень быстро для того, чтобы не увеличивать этот отрыв между ценой и 80-месячным, в данном случае средним скользящим. То есть только при таком сценарии можно не нарушить эту модель. Да? То есть она все равно зависит от среднего скользящего, то есть это второе производное, это тоже нужно держать в голове. Тем не менее, таймфрейм достаточно большой, чтобы раз в месяц к нему возвращаться и, в принципе, проводить такой анализ. Поэтому мы можем, в принципе, на моем канале этим заниматься, поэтому подпишитесь на мой YouTube-канал, нажмите лайк, колокол, коммент оставьте. В следующем месяце, если забуду, в первых числах августа, то напомните мне, заново пересмотрим, что у нас здесь с новой свечой, с новыми данными будет подтверждаться или не подтверждаться эта медвежья дивергенция, будет ли этот мощный сигнал на начало медвежьего рынка для биткоина. То есть поставлен ли максимум 102 тысячи долларов, 112 тысяч долларов там почти, или не поставлен. Ну, то есть, как бы, вот что мы можем на сегодняшний день посмотреть на осцилляторы, индикаторы, что у нас тут показывают. Индикатор направленного движения вверх показал медвежью дивергенцию, но тоже нужно промежуточную впадину проломить. ADX пока что не дает явных признаков разворота. Не дает пока что. Но вообще тенденция на медвежьей дивергенции тоже присутствует. То есть тренд явно устал. Он говорит, я устал, я ухожу. Вот. Ухожу на покой, говорит. Вот пора ему. Вот со всех сторон тренд этот уже очень устал. Не будьте дураками, ребята, не ведитесь на всеобщий ажиотаж со стороны фондов, которые делают вид, как будто бы они только вчера узнали про биткоин. Ну, конечно, дорвались до биткоина они реально только вчера, образно говоря, по сравнению с широкими массами. Но вы не фонды, вы не зарабатываете комиссионные за управление, а фонды зарабатывают. Им вообще, знаете, все равно. Я вам открою такую тайну. Фонд может даже особо в биткоины не вкладываться. То есть его общая сумма вложений может быть менее там, даже 1% или 0,1% от общего капитала. Но кричать про инвестиции в биткоин фонд будет больше всех. Зачем? Чтобы обратить на себя внимание. Зачем? Все очень просто. Привлечь новых клиентов, чтобы показать, смотрите, какие мы модные, какие мы идем в ногу со временем, какие мы замечательные. А вложений там в процентном отношении может быть пшик. Ну, вот, как бы, поэтому, не обольщайтесь, не думайте. Вот единственный, кто здесь игрок вот такой вот, который all-in идет, это Майкл Сейлор. Ну и то, не переживайте, он уже давным-давно себе обеспечил старость и себе, и своим детям, своим внукам. Он себя защищает со всех сторон. Если, конечно, дуростью не будет заниматься, там, мухлевать с отчетностью, хотя вот тут уже есть суды против него, конечно, это все закончится, Strategy закончит свою судьбу очень печально, но Майкл Сейлор останется при деньгах, а вот инвесторы Strategy останутся многие у разбитого корыта. Вот так что будьте осторожны, очень плохие сейчас предпосылки со всех сторон, и с точки зрения волновой теории, мы ее не будем сегодня разбирать подробно, разбирали в прошлых видео много раз. Смотрите, прошлые обзоры, они все актуальны. Обычно я рассматриваю долгосрочные таймфреймы, внутридневных каких-то графиков мы почти никогда не смотрим, поэтому все мои видео актуальны даже месяцы спустя, даже иногда и годы спустя, поэтому можете спокойно их пересматривать, смотреть, даже если где-то опоздали. Нет такого, знаете, надо спешить, прямо вот смотреть самое актуальное. Поэтому смотрите прошлые обзоры, там будет примерно все то же самое, только на более мелком таймфрейме, на недельном, там за последние пару месяцев ничего особо не поменялось. Вот. Так что такие дела. Подписывайтесь еще на мою телегу. Там вчера выходил дополнительный контент, где я объяснял некоторую противоречивость дополнительно, да, помимо прошлого видео, как так может случиться, что, например, произойдет альткоин-сезон без явной бычки на биткоине. Даже при том, что если, например, биткоин показывает вот такую вот слабость и готовность к развороту вниз.
То есть действительно, и при том, что у ритейла, вот у богатого ритейла на самом деле денег много. То есть на биржевых аккаунтах денег много. То есть наличности, которая готова войти в рынок, ее много. Но это как бы не тот ритейл, о котором я вчера видео говорил на Ютубе. Поэтому есть все дополнительная информация, дополнительный материал в кружочках, в телеграм-канале, читай дополнительное видео там. И эти кружочки были созданы на базе ваших комментариев под вчерашним видео на YouTube. Поэтому оставляйте комментарии в YouTube, получаете чаще всего ответы в Телеграме. Так что и тут телегу не забывайте подписаться. Ссылка будет в описании, в первом комментарии в закрепе. Ну, а если вам хочется учиться, становиться профессиональным трейдером, я вот сейчас готовлю следующий блок обучения. Будем заканчивать наш серьезный, очень большой, всеобъемлющий курс подготовки трейдеров в нашей приватной группе, поэтому, кому интересно, ссылка тоже будет в описании. На этом все. Я вам всем желаю жирного профита. Увидимся в следующих видео.